небольшом чешском городе Миловице, всего в 2 милях от центра Праги, произошла поистине сенсационная история, которая уже успела стать главной темой обсуждений и очарования в СМИ и социальных сетях. Молодая семья, Александра и ее супруг, оба 23-летнего возраста, совсем недавно отпраздновала рождение первого ребенка, сына. Однако они даже не подозревали, что их семья к этому моменту уже начала расширяться с невероятной скоростью. Когда Александра узнала, что вновь ожидает ребенка, ее и мужа переполняло радостное волнение и легкая тревога. Ведь второй ребенок в семье всегда означает значительное изменение образа жизни, меньшее количество свободного времени, дополнительные заботы, новые хлопоты. Однако медицинские работники предупредили пару о том, что эмбрионов будет не один, что вполне могло означать классический сценарий – двойню или, в крайнем случае, тройню. Оба родителя знали о некой наследственной предрасположенности. В семьях каждого из них уже рождались близнецы. Они догадывались, что могут оказаться участниками семейной традиции, а может быть даже стать ее продолжателями. Первый ультразвуковой скан показал наличие не одного, а нескольких эмбрионов, вероятно, двойня или тройня. С одной стороны, это ожидание удвоенной радости, но с другой – новые беспокойства. Хватит ли места в доме, хватит ли средств, хватит ли сил? Попробовать представить себе жизнь с 2 или 3 детьми одновременно сложно. Несмотря на волнение, молодые родители морально готовились. Перечитывали советы мам троих детей, знакомились с практиками распределения времени и финансов, даже представляли, как будут справляться с 3 колясками одновременно. Врач, учитывая важность точной диагностики, назначил повторное УЗИ, чтобы точно определить количество эмбрионов. Волнения в семье усилились. Казалось, что это повторное обследование прояснит все – двойня или тройня. Однако результаты вновь шокировали. Не один, не два, не три, а 4 эмбриона. Четверня, словно промелькнула мысль, и вместе с ней смешались в груди гордость и страх. Ответственные за жизнь 4 маленьких существа одновременно. Александары даже помогли собрать все необходимое – коляски, кроватки, одежда. Они начали подготовку дома, от обуви до игрушек, от одежды до мебели. Мало кто из близких и друзей мог поверить, но это было правдой. 4 малышей внутри Александры. Все шло по плану до одного дня, когда семейный архив ультразвуковых снимков пополнился еще одной удивительной деталью. На снимке мелькнула 5-я головка. Настоящее потрясение. Когда-то наслушаются о двойне, и тут, вспоминают они, образы, которые возникали в воображении, 4 крошки, сейчас перемешивались с новой гранью. А если будет 5-я? Момент, когда врач наконец разглядел 5-ю эмбриональную головку, семья не сможет забыть никогда. С одной стороны, это ступень к сверхъестественному, с другой – волна эмоций, шок, радость, осознание ответственности, стремление не напророчить судьбу, сделать все возможное и даже невозможное, чтобы все прошло удачно. Александра не сдерживала слез, слез радости, страха, облегчения и любви, переполнявших ее сердце. Можно представить, молодая мама, уже пережившая внутри себя 4 жизни, вдруг узнает, что на подходе 5-я. Мир изменился. Теперь в своей утробе она вынашивает 5 маленьких жизней, 5 будущих личностей. В ожидании рождения пятерни было необходимо тщательно продумать каждый аспект. Медицинский персонал окружил героя внимания со всей возможной тщательностью. Консультации с лучшими гинекологами и неонатологами, подготовка родильного зала, выбор клиники.
Было собрано больше 40 человек медицинского персонала, от гинекологов до анестезиологов, от педиатров до медсестер, социального работника, психолога, координатора. Все они работали как единый механизм, отлаженный и готовый к действию, чтобы роды прошли гладко, и каждая из 5 маленьких жизней попала в заботливые руки сразу после появления на свет. Супруги также обзавелись всем необходимым заранее. Не 5 кроваток, минимум 5. 5 колясок, все разные, 5 комплектов одежды, пеленок, аксессуаров. Все это планировалось заранее. Когда семья объявила всем близким о своей беременности, люди отозвались. Дружеская и родственная поддержка не заставила себя ждать. Детские вещи, мебель, коляски, средства гигиены. Любой требуемый предмет находился в дар от заботливых соседей, друзей и даже просто неравнодушных людей, узнавших о чуде. Социальные сети в Чехии взорвались от перепостов. История об одном мальчике, потом о двоих, троих, а затем четверо и, наконец, пятеро уже внутри мамы, как магнит притягивало внимание. Люди начали собирать вещи, деньги, даже организовывать аукционы в помощь семье. Все для того, чтобы купить детские кроватки, удобные коляски, обустроить комнату для пятерни. Эта история стала символом сплоченности и сострадания, которое вырисовывалось как урок. Вместе мы справимся с любым вызовом. Власти муниципалитета Миловицы также не остались в стороне. Они подарили семье просторную двухкомнатную квартиру, чтобы матери было где отдыхать, чтобы малыши получились в светлой и уютной среде. Были организованы встречи с психологами, как для родителей, так и для самого старшего сына, чтобы помочь всем принять новую роль в расширяющейся семье. Это оказалось крайне важно. Забота о детях – дело командное, и маме с отцом была нужна не только физическая помощь, но и эмоциональная поддержка. Родиться и выжить – это всегда чудо, но естественное, без применения репродуктивных технологий, пятерня – это почти фантастика. В Чехии ведется полноценная медицинская статистика с 1949 года. С тех пор не упоминалось ни одного случая рождения пятерни именно естественным способом. По подсчетам медиков, вероятность такого события составляет 1 шанс из 47 миллионов. Это один из самых редких случаев, доступный человеческому воображению. Простыми словами, шанс порядка 1 на 48 миллионов. Или, выражаясь иначе, вы не выиграете в лотерею, если пытаться десятилетиями. Но в этой семье возможно появление аж 5 малышей одновременно. Это событие сродни редкому природному феномену, северному сиянию, появлению кратера от метеорита или извержению умеренного вулкана, но тем более личное и эмоциональное. Наступил знаменательный день, конец беременности и начало новой жизни. Благодаря тщательной подготовке и мастерству медиков родился настоящий пятикратный подарок судьбы. 4 мальчика и 1 девочка. Родители дали малышам имен: Даниэль – первый мальчик, Майкл – второй, Алекс, Александр – третий, Мартин – четвертый. И, наконец, Тереза – единственная девочка в семье. Имена были выбраны с особым смыслом. Каждый родитель хотел подчеркнуть уникальность и самостоятельность каждой из 5 душ. Мальчиков назвали благозвучно и в духе традиции, а девочку, Терезу, в знак утонченности и изящества, баланса в группе. После рождения малышей их состояние внимательно отслеживали. Питание, вес, показатели здоровья – все было под постоянным наблюдением. Медики отмечали удивительную стабильность и жизнеспособность младенцев. Несмотря на кажущуюся хрупкость, они оказались крепкими бойцами.
В первые недели их посещали квалифицированные неонатологи и педиатры, медсестры и даже диетологи для кормящей матери. Все это входило в пакет бесплатной поддержки. Также специалисты рекомендовали особый режим грудного вскармливания и сна, выделяя для каждого малыша свое гнездышко в роддоме до момента, когда их можно было безопасно перевозить домой. Психологи оценили эмоциональное состояние Александра и мужа и выяснили, что уровень стресса, несмотря на нагрузку, остается на приемлемом уровне. В семье ощущение общей поддержки, любовь и участие давали уверенность в правильности решения и выборе пути. Через несколько недель вся семья, включая старшего сына, переехала в новую квартиру. Большой простор, атмосфера уюта и роста заполняют помещение. Разумеется, жизнь вошла в новый режим. 5 маленьких людей, 5 отдельных распорядков. Но инфразвуковая поддержка, совместные расписания, участие дедушек и бабушек, а также помощь друзей — все это сделало адаптацию плавной. Родители ведут онлайн-дневник, фотографии малышей, первые улыбки, крики, обеды, прогулки. Каждый день запечатлен. От первой приемной коляски на прогулке до тихого сна рядом. Социальные сети наполняются практическими сюжетами. Как один из малышей улыбается во время кормления, как двое спят рядом, как вся семья вместе с младшим сыном шутит у стенки дома. Такие моменты дают всем понять. Человеческое, родное. Это не просто уникальный медицинский случай. Это история семьи, где каждое сердце бьется на пятерых. Люди смотрят и чувствуют, возможно, все, если есть любовь, вера и поддержка. В комментариях слезы умиления, лайки, подписки на профиль родителей. Они с радостью делятся каждым штрихом своего великого богатства. 5 малышами одновременно. Что же несет эта история обществу? Во-первых, она доказывает, иногда случается невозможное. Без эко, без дорогих вмешательств все происходит как дар, как написано в генетике самими природой. Во-вторых, она демонстрирует силу сообщества, когда все, город, друзья и случайные прохожие, готовятся принять на себя частичку ответственности, стать сопричастными счастью других людей. Во-третьих, это урок человеческого сердца. В том, что любовь побеждает страх, а вера в лучшее начинает прорастать всеми красками, когда кажется, что это уже невозможно. Частота близнецов растет во всем мире, особенно после 1980-х годов, с развитием репродуктивных технологий. Однако эта семья — пример редкого явления. Природное многоплодное зачатие, без стимуляции или вмешательств. Это событие не просто уникально в своей категории, но еще и воплощение того, как близки в судьбе семьи ее род и генетическая память, прошедшая через поколения. Естественно, персональные планы семьи — выстроить жизнь с 5 малышами, дать каждому любовь, внимание, образование, развить их таланты. Родители уже начали планировать учебу, курсы и даже выделять время для старшего брата. Есть идеи по ремонту квартиры, расширению. Вполне реально, что за ближайшие пару лет они обретут сразу 3 спальни, детский уголок и игровую зону. Кто знает, может, однажды эти малыши захотят сами стать родителями. Ведь у них уже такой необычный старт. А между тем Александра с мужем уже думают, может, 5 детей — это не предел. История чешской семьи из Миловицы — это история маленького, но настоящего чуда. Природная естественная пятерня — редкость, сравнимая с появлением единорога. Люди разглядывают, обсуждают и верят. И главное, все это напоминает нам. Любая семья, любое чудо возможно. Особенно, когда есть поддержка,
когда есть любовь, когда есть вера в лучшее и готовность принять даже неожиданное. Если вам близки такие истории, пожалуйста, поделитесь этой статьей или видео. Возможно, кто-то найдет в ней источник вдохновения, понимания, будто эта удивительная семья не просто отдельный случай, а символ надежды для всех нас.